Часть 3. Эркюль Пуаро усаживается поудобнее и размышляет. Глава 1. Который. Когда Пуаро вошел в вагон, месье Бук и доктор Константин оживленно переговаривались. Вид у месье Бука был подавленный. «А вот и он», — сказал месье Бук, увидев Пуаро, а когда тот сел рядом, добавил: «Если вы расследуете это дело, я и впрямь поверю в чудеса». «Значит, оно не дает вам покоя?» «Конечно, не дает. Я до сих пор ничего в нем не понимаю». «И я тоже». Доктор с любопытством поглядел на Пуаро. «Честно говоря, я просто не представляю, что же нам делать дальше». «Вот как», — рассеянно заметил Пуаро. Он вынул портсигар, закурил. Глаза его отражали работу мысли. «Это-то меня и привлекает», — сказал он. «Обычные методы расследования нам недоступны. Скажем, мы выслушали показания этих людей, но как знать, говорят они правду или лгут? Проверить их обычными способами мы не можем, значит, нам надо самим изобрести способ их проверить. А это требует известной изобретательности ума». «Все это очень хорошо», — сказал месье Бук, «но вы же не располагаете никакими сведениями». «Я вам уже говорил, что располагаю показаниями пассажиров, да и сам я тоже кое-что увидел». Показания пассажиров мало чего значат. Мы от них ничего не узнали. Пуаро покачал головой. «Я не согласен с вами, мой друг. В показаниях пассажиров было несколько интересных моментов». «Неужели?» — недоверчиво спросил месье Бук. «Я этого не заметил». «Это потому, что вы плохо слушали». «Хорошо, тогда скажите мне, что я пропустил». Я приведу только один пример — показания первого свидетеля, молодого Маккуина. Он, на мой взгляд, произнес весьма знаменательную фразу. «Это о письмах». Нет, не о письмах. Насколько я помню, он сказал так: мы разъезжали вместе. Мистеру Ричетту хотелось посмотреть свет. Языков он не знал, и это ему мешало. Я был у него скорее гидом и переводчиком, чем секретарем. Он перевел взгляд с доктора на месье Бука. «Как? Неужели вы так и не поняли?» «Ну, это уже непростительно, ведь всего несколько минут назад вам представился еще один случай проявить наблюдательность». Он сказал: «Если говоришь только по-английски, да и то с американским акцентом, тебя, того и гляди, обжулят». «Вы хотите сказать?» — все еще недоумевал месье Бук. «А вы хотите, чтоб я вам все разжевал и в рот положил?» «Хорошо, слушайте, мистер Рэчет не говорил по-французски». И тем не менее, когда вчера ночью проводник пришел по его вызову, ему ответили по-французски, что произошла ошибка и чтобы он не беспокоился. Более того, ответили, как мог ответить только человек, хорошо знающий язык, а не тот, кто знает по-французски всего несколько слов, сенерьян. «Je me suis trompé». «Правильно», — воскликнул доктор Константин. «И как только мы не заметили». Я помню, что вы особо выделили эти слова, когда пересказывали нам эту сцену. Теперь я понимаю, почему вы не хотели брать в расчет разбитые часы. Ведь без 23 минут час Рэчет был мертв. А значит, говорил не он, а его убийца. Эффектно закончил месье Бук. Пуаро предостерегающе поднял руку. «Не будем забегать вперед. И прежде всего давайте в своих предположениях исходить только из того, что мы досконально знаем.
Я думаю, мы можем с уверенностью сказать, что без 23 минут час в купе Ричетто находилось постороннее лицо и что это лицо или было французом по национальности, или бегло говорило по-французски. Вы слишком осторожны, уважаемый. Мы должны продвигаться вперед постепенно, шаг за шагом. У меня нет никаких доказательств, что Ричет был в это время мертв. Но вспомните, вы же проснулись от крика. Совершенно верно. С одной стороны, продолжал месье Бук задумчиво, это открытие не слишком меняет дело. Вы слышали, что в соседнем купе кто-то ходит? Так вот, это был не Ричет, а другой человек. Наверняка он смывал кровь с рук, заметал следы преступления, сжег компрометирующее письмо. Потом он переждал, пока все стихнет, и, когда наконец решил, что путь открыт, запер дверь Ричетто изнутри на засов и на цепочку, открыл дверь, ведущую в купе миссис Хаббард, и выскользнул через нее. То есть все произошло именно так, как мы и думали, с той только разницей, что Ричетто убили на полчаса раньше, а стрелки часов передвинули, чтобы обеспечить преступнику алиби. «Не слишком надежное алиби», — сказал Пуаро. «Стрелки показывают 1:15, то есть именно то время, когда непрошенный гость покинул сцену преступления». «Верно», — согласился месье Бук, слегка смутившись. «Ну, хорошо, о чем говорят вам эти часы?» «Если стрелки были передвинуты, я повторяю, если, тогда время, которое они указывают, должно иметь значение». И естественно было бы подозревать всех, у кого есть надежное алиби именно на это время, на 1:15. «Согласен с вами, месье», — сказал доктор. «Это вполне логично. Нам следует обратить внимание и на то, когда непрошенный гость вошел в купе. Когда ему представился случай туда проникнуть? У него была только одна возможность сделать это во время стоянки поезда в Веньковцах, если только он не был заодно с настоящим проводником. После того, как поезд отправился из Веньковцев, проводник безвыходно сидел в коридоре, тогда как ни один из пассажиров не обратил бы внимания на человека в форме проводника, настоящий проводник обязательно заметил бы самозванца. Во время стоянки в Веньковцах проводник выходит на перрон, а значит, путь открыт. Следовательно, отталкиваясь от ваших прежних выводов, это должен быть один из пассажиров, сказал месье Бук. Мы возвращаемся к тому, с чего начали. Который же из них? Пуаро усмехнулся. Я составил список, сказал он. Если угодно, просмотрите его. Это, возможно, освежит вашу память. Доктор и месье Бук склонились над списком. На листках четким почерком были выписаны имена всех пассажиров в той последовательности, в какой их допрашивали. Гектор Маккуин, американский подданный. Место номер 6. Второй класс. Мотивы могли возникнуть в процессе общения с убитым. Алиби с 12 до 2 по полуночи. С 12 до половины второго подтверждает полковник Арбетнот, с часа 15 до 2 — проводник. Улики — никаких. Подозрительные обстоятельства — никаких. Проводник Пьер Мишель, французский подданный. Мотивы — никаких. Алиби с 12 до 2 по полуночи. Эркюль Пуаро видел его в коридоре в 12:37, в то же самое время, когда из купе Ричетто раздался голос. С часа до часа 16 его алиби подтверждают два других проводника. Улики — никаких. Подозрительные обстоятельства. Найденная нами форма проводника говорит скорее в его пользу, так как, судя по всему, была подкинута, чтобы подозрения пали на него. Эдуард Мастермен, английский подданный. Место номер 4.
Второй класс. Мотивы могли возникнуть в процессе общения с убитым, у которого он служил лакеем. Алиби с 12 до 2. Подтверждается Антонио Фоскарелли. Улики никаких, за исключением того, что ему, единственному из мужчин в вагоне, подходит по размеру форма проводника. С другой стороны, он вряд ли хорошо говорит по-французски. Миссис Хаббард, американская подданная. Место номер 3. Первый класс. Мотивы — никаких. Алиби с часа до 2 — никакого. Улики и подозрительные обстоятельства. Рассказ о мужчине, вторгшемся посреди ночи в ее купе, подтверждается показаниями Хардмана и горничной Шмидт. Грета Ольсон, шведская подданная. Место номер 10. Второй класс. Мотивы — никаких. Алиби с 12 до 2. Подтверждается Мэри Дебинхэм. Примечание: последняя видела Ричетта живым. Княгиня Драгомирова, натурализованная подданная Франции. Место номер 14. Первый класс. Мотивы: была близким приятелем семьи Армстронг и крестной матерью Сони Армстронг. Алиби с 12 до 2. Подтверждается показаниями проводника и горничной. Улики и подозрительные обстоятельства — никаких. Граф Андрини, венгерский подданный. Дипломатический паспорт. Место номер 13. Первый класс. Мотивы — никаких. Алиби с 12 до 2. Подтверждается проводником, за исключением краткого периода с часа до часа 16. Графиня Андрини — то же самое. Место номер 12. Мотивы — никаких. Алиби с 12 до 2 по полуночи. Приняла трианал и уснула. Подтверждается показаниями мужа. В шкафчике стоит пузырек с трианалом. Полковник Арбетнот, подданный Великобритании. Место номер 15. Первый класс. Мотивы — никаких. Алиби с 12 до 2 по полуночи. Разговаривал с МакКуином до половины 2. Потом пошел к себе в купе и не выходил оттуда. Подтверждается показаниями МакКуина и проводника. Улики и подозрительные обстоятельства. Ёршик для трубки. Сайрус Хардман, американский подданный. Место номер 16. Первый класс. Мотивы неизвестны. Алиби с 12 до 2 по полуночи не выходил из купе. Подтверждается показаниями МакКуина и проводника. Улики и подозрительные обстоятельства никаких. Антонио Фоскарелли, подданный Соединенных Штатов Америки, итальянского происхождения. Место номер 5. Второй класс. Мотивы неизвестны. Алиби с 12 до 2 по полуночи. Подтверждается показаниями Эдуарда Мастермена. Улики и подозрительные обстоятельства никаких, за исключением того, что убийство совершено оружием, которое мог бы применить, по мнению месье Бука, человек его темперамента. Мэри Дебинхэм, подданная Великобритании. Место номер 11. Второй класс. Мотивы никаких. Алиби с 12 до 2 по полуночи. Подтверждается показаниями Греты Ольсон. Улики и подозрительные обстоятельства. Разговор, услышанный Эркулем Пуаро, ее отказ объяснять вышеупомянутый разговор. Хильдегарда Шмидт, подданная Германии.
Место номер 7. Второй класс. Мотивы – никаких. Алиби с 12 до 2 по полуночи. Подтверждается показаниями проводника и княгини Драгомировой. После чего легла спать. Приблизительно в 12:38 ее разбудил проводник, и она пошла к своей хозяйке. Примечание. Показания пассажиров подтверждают показания проводника. Проводник утверждает, что никто не входил в купе Ричетто и не выходил из него с 12 до часа, когда проводник ушел в соседний вагон, и с часа 15 до 2. «Этот документ, как видите, — сказал Пуаро, — всего лишь краткий перечень тех показаний, которые мы выслушали. Я их изложил по порядку для вязчего удобства». Месье Бук, пожав плечами, вернул листок Пуаро. «Ваш список нисколько не проясняет дела», — сказал он. «Может, этот придется вам больше по вкусу?» Пуаро, чуть заметно улыбнувшись, вручил ему другой список. Глава 2. 10 вопросов. На листке было написано: необходимо выяснить следующее. Платок с меткой «Н». Кому он принадлежит? Ёршик для чистки трубки. Кто обронил его? Полковник или кто-то другой? Кто был одет в красное кимоно? Кто переодевался в форму проводника? Почему стрелки часов указывают 1:15 по полуночи? Было ли убийство совершено в это время? Раньше. Позже. Можем ли мы быть уверены, что в убийстве Ричетто участвовал не один человек? Как же иначе можно объяснить характер ран? «Давайте посмотрим, что тут можно сделать», — сказал месье Бук, которого явно подбодрил этот вызов его умственным способностям. «Начнем хотя бы с платка. И давайте будем придерживаться самой строгой системы». «Безусловно», — закивал довольный Пуаро. Между тем месье Бук назидательно продолжал. «Платок с меткой H может принадлежать 3 женщинам: миссис Хаббард, мисс Дебинхэм, ее второе имя Хермиана и горничной Хильдегарде Шмидт. Так. А кому из этих 3 вероятнее всего? Трудно сказать. По моему мнению, скорее всего, мисс Дебинхэм. Вполне возможно, что ее называют не первым именем, а вторым. И потом, она и без того у нас на подозрении. Ведь разговор, который вы, мой друг, подслушали, был, без сомнения, несколько странным, не говоря уже о том, что она отказалась его объяснить. «Что касается меня, я голосую за американку», — сказал доктор. «Платок очень дорогой, а все знают, что американцы швыряются деньгами». «Значит, вы оба исключаете горничную?» — спросил Пуаро. «Да». Она сама сказала, что такой платок может принадлежать только очень богатой женщине. Перейдем ко второму вопросу, ёршику для трубки. Кто его обронил, полковник Арбетнот или кто-нибудь другой? На это ответить труднее. Вряд ли англичанин прибегнет к кинжалу. Тут вы правы. Я склонен думать, что ёршик уронил кто-то другой для того, чтобы набросить тень на долговязого англичанина. Как вы уже отметили, месье Пуаро, вставил доктор Константин, 2 улики на одно преступление, в такую рассеянность как-то не верится. Я согласен с месье Буком. Платок, так как никто не признает его своим, по всей вероятности, оставлен просто по недосмотру. Ёршик же явная фальшивка. В подтверждение этой теории я хочу обратить ваше внимание на то, что полковник Арбетнот, не выказав никакого смущения, признал, что курит трубку и употребляет ёршики такого типа.
Логично, сказал Пуаро. Вопрос номер 3. Кто был одет в красное кимоно? Продолжал месье Бук. Должен признаться, что по этому вопросу у меня нет никаких соображений. А у вас, доктор Константин? Никаких. Значит, тут нам обоим придется признать свое поражение. А вот относительно следующего вопроса можно хотя бы порассуждать. Кто этот человек, мужчина или женщина, который переодевался в форму проводника спальных вагонов? Тут мы, во всяком случае, можем исключить целый ряд людей, на которых она бы попросту не налезла: на Хардмана, полковника Арбетнота, Фоскарелли, графа Андрини и на Гектора Макуина, из-за большого роста, на миссис Хаббард, Хильдегарду Шмидт и Грету Ольсон, из-за полноты. Итак, остаются лакей, мисс Дебинхэм, княгиня Драгомирова и графиня Андрини. Однако никто из них не вызывает подозрений. Грета Ольсон в одном случае и Антонио Фоскарелли в другом клянутся, что ни мисс Дебинхэм, ни лакей не выходили из купе. Хильдегарда Шмидт утверждает, что княгиня находилась у себя, а граф Андрини уверяет, что его жена приняла снотворное. И выходит, что никто не надевал форму, а это и вовсе нелепо. «Наверняка это был кто-то из последней четверки», — сказал доктор Константин. «Иначе придется признать, что посторонний прокрался в поезд и спрятался в укромном месте, а мы уже пришли к выводу, что это исключено». Месье Бук перешел к следующему вопросу. Номер 5. Почему стрелки разбитых часов показывают 1:15? У меня есть два объяснения. Или их перевел убийца, чтобы обеспечить себе алиби, он собирался тут же уйти из купе, но ему помешал шум в коридоре, или... Подождите. Я вот-вот разрешусь идеей. Пуаро и доктор почтительно ожидали, пока у месье Бука в муках рождалась мысль. «Додумался», — сказал наконец месье Бук. Часы переставил не убийца в форме проводника. Их переставил человек, которого мы назвали вторым убийцей, тот левша, или, другими словами, женщина в красном кимоно. Значит, дело было так: она приходит на место преступления позже и передвигает стрелки часов назад, чтобы обеспечить себе алиби. «Поздравляю!» — воскликнул доктор Константин. «Отличная мысль!» «У вас получается, — сказал Пуаро, — что женщина в красном кимоно наносит Ричетту удар в темноте, не зная, что он уже мертв, и тем не менее она каким-то образом догадывается, что у него в пижамном кармане лежат часы, вынимает их, вслепую переводит стрелки назад и даже ухитряется сделать на часах нужную вмятину». Месье Бук неприязненно посмотрел на Пуаро. «А вы можете предложить что-нибудь лучшее?» — спросил он. «В данный момент нет», — признался Пуаро. «И все же», — продолжал он, — «мне кажется, никто из вас не заметил самого интересного в этих часах». «Имеет ли к этому отношение вопрос номер 6?» — спросил доктор. На вопрос, было ли совершено убийство в 1:15, указанное часами время, я отвечаю «нет». «Присоединяюсь к вам», — сказал месье Бук. Следующий вопрос: было ли убийство совершено раньше? Я отвечаю на него «да». «Вы согласны со мной, доктор?» Доктор кивнул. Однако на вопрос, было ли убийство совершено позже, тоже можно ответить утвердительно. Я принимаю вашу теорию, месье Бук, и думаю, что месье Пуаро ее тоже принимает, хотя и не хочет связывать себе руки раньше времени. Первый убийца пришел до 1:15, второй — после 1:15. А так как одна из ран нанесена левой рукой, нам, наверное, следует выяснить, кто из пассажиров левша. «Я уже кое-что сделал для этого», — сказал Пуаро.
Вы, должно быть, заметили, что я просил каждого пассажира написать свою фамилию или адрес. Для окончательных выводов тут нет оснований, потому что есть люди, которые одно делают левой рукой, другое — правой. Некоторые пишут правой рукой, а в гольф играют левой. Но все же кое-что это дает. Все пассажиры брали авторучку в правую руку, за исключением княгини Драгомировой, она отказалась писать. Княгиня Драгомирова. «Да нет, это невозможно», — сказал месье Бук. «Сомневаюсь, чтобы у нее хватило сил для этого», — усомнился доктор Константин. «Та рана нанесена с большой силой». «Значит, такой удар женщине не под силу?» «Нет, этого я не сказал бы. Но я думаю, что женщине пожилой и в особенности такой тщедушной и хрупкой, как княгиня Драгомирова, это не под силу. А может быть, тут сыграла роль сила духа, преодолевающая телесную немощь?» Сказал Пуаро. «Княгиня — яркая личность, и в ней чувствуется огромная сила воли. Однако давайте на время оставим эту тему. Итак, вопросы номер 9 и 10, сказал доктор. Можем ли мы с уверенностью утверждать, что в убийстве Ричетта участвовал один человек? Как иначе можно объяснить характер ран? С медицинской точки зрения я не вижу иного объяснения. Было бы чистейшей бессмыслицей предположить, что один и тот же человек сначала ударил Ричетта слабо, потом изо всех сил, сначала держал кинжал в левой руке, потом переложил его в правую и после этого еще добрых полчаса тыкал кинжалом в мертвое тело. Нет, нет, это противоречит здравому смыслу. Да, сказал Пуаро. Противоречит. А версия о двух убийцах, по-вашему, не противоречит здравому смыслу? Но ведь вы сами только что сказали, как же иначе все объяснить? Пуаро уставился в одну точку прямо перед собой. «Именно об этом я и думаю непрестанно», — добавил он и уселся поудобнее в кресле. «Начиная с этого момента все расследование будет происходить вот здесь», — он постучал себя по лбу. «Мы обсудили этот вопрос со всех сторон. Перед нами факты, изложенные систематично и по порядку. Все пассажиры прошли перед нами и один за другим давали показания. Мы знаем все, что можно было узнать извне». И он дружески улыбнулся месье Буку. «Мы с вами, бывало, любили пошутить, что главное — это усесться поудобнее и думать, пока не додумаешься до истины, не так ли? Что ж, я готов притворить теорию в практику, здесь, у вас на глазах. Вам двоим я предлагаю проделать то же самое. Давайте закроем глаза и подумаем. Один, а может, и не один из пассажиров убил Ричетта. Так вот, кто из них его убил? Глава 3. Некоторые существенные детали. Четверть часа прошло в полном молчании. Месье Бук и доктор Константин поначалу следовали наставлениям Пуаро. Они пытались разобраться в путанице фактов и прийти к четкому, объясняющему все противоречия решению. Мысль месье Бука шла примерно таким путем. Безусловно, надо как следует подумать. Но ведь, по правде говоря, сколько можно думать? Пуаро определенно подозревает молодую англичанку. Явно ошибается. Англичанки слишком хладнокровные. А все потому, что они такие тощие. Но не буду отвлекаться. Похоже, что это не итальянец, а жаль. Уж не врет ли лакей, когда говорит, что Фоскарелли не выходил из купе? Но чего ради ему врать? Англичан трудно подкупить, к ним не подступишься.
Вообще все сложилось до крайности неудачно. Интересно, когда мы отсюда выберемся? Должно быть, какие-то спасательные работы все-таки ведутся. Но на Балканах не любят спешить. Пока они спохватятся, немало времени пройдет. Да и с их полицией не так-то просто договориться. Они тут такие чванные, чуть что лезут в бутылку. Им все кажется, что к ним относятся без должного почтения. Они раздуют это дело так, что не обрадуешься. Воспользуются случаем, раструбят во всех газетах. С этого момента мысли месье Бука снова пошли многожды проторенным путем. А доктор Константин думал. Любопытный человечек. Кто он, гений? Или шарлатан? Разгадает он эту тайну? Вряд ли. Нет, это невозможно. Дело такое запутанное. Все они, наверное, врут. Но и это ничего нам не дает. Если они все врут, это также запутывает дело, как если бы они все говорили правду. А еще эти раны, тут сам черт ногу сломит. Было бы гораздо проще понять, что к чему, если бы в него стреляли. Гангстеры всегда стреляют. Америка — любопытная страна. Хотелось бы мне туда съездить. Передовая страна. Прогресс везде и во всем. Дома надо будет обязательно повидаться с Деметриусом Загони. Он был в Америке и знает, что там и как. Интересно, что сейчас поделывает Дия? Если жена узнает. И доктор переключился на личные дела. Эркюль Пуаро сидел неподвижно. Можно было подумать, что он спит. Просидев так четверть часа, он внезапно вскинул брови и вздохнул, пробормотав себе под нос. А почему бы и нет, в конце концов? А если так? Ну да, если так, это все объясняет. Глаза его широко открылись, загорелись зеленым, как у кошки, огнем. Так. Я все обдумал. А вы? Сказал он вполголоса. Собеседники, погруженные в собственные мысли, от неожиданности вздрогнули. Я тоже думал, смешался месье Бук. Но так и не пришел ни к какому выводу. В конце концов, раскрывать преступление — ваша профессия, а не моя. Я тоже со всей серьезностью думал над этим вопросом, бессовестно сказал доктор, с трудом отрываясь от занимавших его воображение малопристойных картин. У меня родилось множество самых разнообразных теорий, но ни одна из них меня полностью не удовлетворяет. Пуаро одобрительно кивнул. Его кивок словно говорил: «Вы правы. Вам так и следовало сказать. Ваша реплика пришлась весьма кстати». Он приосанился, выпятил грудь, подкрутил усы и с ухватками опытного оратора, который обращается к большому собранию, заговорил. «Друзья мои, я тоже перебрал в уме все факты, рассмотрел показания пассажиров и пришел к кое-каким выводам. У меня родилась некая теория, которая хотя еще и несколько расплывчата, но все же объясняет известные нам факты. Объяснение весьма необычное, и я не совсем в нем уверен. Чтобы проверить его, мне необходимо провести кое-какие опыты. Для начала я перечислю некоторые детали, которые мне представляются существенными. Начну с замечания, которым обменялся со мной месье Бук, когда мы в первый раз посетили вагон-ресторан. Он заметил, что здесь собрались представители самых разнообразных классов, возрастов и национальностей. А ведь в эту пору поезда обычно пустуют. Возьмите, к примеру, вагоны Афины, Париж и Бухарест, Париж. Там едут по одному, по два пассажира, не больше. Вспомните, что один пассажир так и не объявился.
А это, на мой взгляд, весьма знаменательно. Есть и другие детали, более мелкие, но весьма существенные. К примеру, местоположение сумочки миссис Хаббард, фамилия матери миссис Армстронг, сыскные методы мистера Хардмана, предположение Маккуина, что Рэчет сам сжег найденную им записку, имя княгини Драгомировой и жирное пятно на венгерском паспорте. Собеседники уставились на Пуаро. «Вам эти детали ничего не говорят?» — спросил Пуаро. «Абсолютно ничего», — честно признался месье Бук. «А вам, господин доктор?» «Я вообще не понимаю, о чем вы говорите». Тем временем месье Бук, ухватившись за единственную упомянутую его приятелем вещественную деталь, перебирал паспорт. Хмыкнув, он вытащил из пачки паспорт графа и графини Андрини и раскрыл его. «Вы об этом говорили?» «О грязном пятне?» «Да. Это очень свежее жирное пятно. Вы обратили внимание, где оно стоит?» «Там, где приписана жена графа, точнее говоря, в начале ее имени. Впрочем, должен признаться, я все еще не понимаю, к чему вы ведете. Что ж, подойдем к вопросу с другого конца. Вернемся к платку, найденному на месте преступления. Как мы с вами недавно установили, метку «Н» могли иметь 3 женщины: миссис Хаббард, мисс Дебинхэм и горничная Хильдегарда Шмидт. А теперь взглянем на этот платок с другой точки зрения. Ведь это, мои друзья, очень дорогой платок Абье де люкс, настоящий предмет роскоши ручной работы, вышитый в парижской мастерской. У кого из пассажирок, если на минуту отвлечься от метки, может быть такой платок? Уж, конечно, не у миссис Хаббард, женщины вполне почтенной, но никак не претендующей на элегантность. И не у мисс Дебинхэм, потому что англичанки ее круга обычно пользуются тонкими льняными платками, они покупают батистовые фитюльки по 200 франков штука. И уж, конечно, не у горничной. Однако в поезде есть 2 женщины, у которых может быть такой платок. Давайте посмотрим, имеют ли они какое-то отношение к букве «Н». Я говорю о княгине Драгомировой, которую зовут Наталья, язвительно вставил месье Бук. Вот именно. Ее имя, как я уже говорил, решительно наводит на подозрение. Вторая женщина — это графиня Андрини. И здесь нам сразу же бросается в глаза. Не нам, а вам. Отлично, значит, мне. На ее имени стоит жирное пятно. Простая случайность, скажете вы. Но вспомните, что ее имя Елена. Предположим, что ее зовут не Елена, а Хелена. Большое H легко превратить в большое Е и росчерком присоединить к нему маленькое Е, а затем, чтобы скрыть эти манипуляции, посадить на паспорт жирное пятно. «Хелена!» — воскликнул месье Бук. «А это мысль. И еще какая!» Я ищу подтверждение своей догадки, хотя бы самого незначительного, и нахожу его. Во время обыска одна из наклеек на чемодане графини оказывается чуть влажной. Именно та, которая закрывает начало ее имени, вытесненного на крышке. Значит, наклейку отмочили и переклеили на другое место. «Вы меня почти убедили», — сказал месье Бук. «Но чтобы графиня Андрини». «Да нет». «Ах, старина, вы должны перестроиться и посмотреть на это дело с другой точки зрения. Подумайте, как должно было предстать это убийство миру. И не забывайте, что заносы разрушили изначальные планы убийцы. Давайте на минуту представим себе, что заносов нет и поезд следует по расписанию.
что бы произошло в таком случае? Убийство, по всей вероятности, открылось бы ранним утром на итальянской границе. Итальянская полиция выслушала бы почти те же самые показания. Мистер Маккуин предъявил бы письма с угрозами, мистер Хардман изложил бы свою историю, миссис Хаббард также горела бы желанием рассказать, как ночью в ее купе проник мужчина, точно так же нашли бы пуговицу с форменной тужурки проводника. Но, как я думаю, две вещи от этого бы изменились. Мужчина проник бы в купе миссис Хаббард до часу ночи, и форму проводника нашли бы в одном из туалетов. Вы хотите сказать? Я хочу сказать, что по плану это убийство должно было предстать как дело рук некоего неизвестного, забравшегося в поезд. Тогда предположили бы, что убийца сошел в Броди, куда поезд прибывает в 0 часов 58 минут. Кто-нибудь из пассажиров, вероятно, столкнулся бы в коридоре с незнакомым проводником, форма была бы брошена на видном месте, так, чтобы никаких сомнений не оставалось в том, как все было проделано. И никому и в голову не пришло бы подозревать пассажиров. Так, друзья мои, должно было предстать это убийство окружающему миру. Однако непредвиденная остановка смешала все карты. Вот почему убийца так долго оставался в купе со своей жертвой. Он ждал отправления поезда. Потом он понял, что поезд дальше не пойдет. И ему пришлось менять планы на ходу, потому что теперь станет ясно, что убийца в поезде. «Конечно, конечно», — нетерпеливо прервал его месье Бук. «Это я понимаю. Но при чем тут платок?» Я возвращаюсь к платку, но окольным путем. А сначала вы должны понять, что письма с угрозами придуманы для отвода глаз. Их целиком и полностью заимствовали из какого-нибудь стереотипного американского детектива. Это явная подделка. Они просто-напросто предназначались для полиции. Мы должны спросить себя, обманули ли эти письма Ричетта? Судя по всему, мы скорее всего должны ответить на этот вопрос отрицательно. Инструктируя Хардмана, Ричетт будто бы указал на вполне определенного врага, личность которого ему хорошо известна. Конечно, если принять рассказ Хардмана на веру. Однако мы знаем наверняка, что Ричетт получил всего одно письмо, и притом совершенно другого характера, письмо с упоминанием о Дейзи Армстронг, клочок которого мы нашли в его купе. Если Ричетт раньше этого не понимал, письмо, несомненно, должно было ему объяснить, за что ему собираются мстить. Это письмо, как я сразу сказал, не предназначалось для посторонних глаз. Убийца первым делом позаботился его уничтожить. И вот тут-то он просчитался во второй раз. В первый раз ему помешали заносы, во второй — то, что нам удалось восстановить текст на клочке сожженного письма. То, что эту записку так старались уничтожить, могло означать лишь одно: в поезде находится лицо, настолько близкое семейству Армстронг, что, если бы записку нашли, подозрение прежде всего пало бы именно на это лицо. Теперь перейдем к двум найденным нами уликам. Не буду останавливаться на ёршике. Мы уже достаточно говорили о нем. Перейдем прямо к платку. Проще всего предположить, что платок нечаянно обронила женщина, чье имя начинается с буквы «Н», и что это улика, прямо устанавливающая ее участие в преступлении. «Вот именно», — сказал доктор Константин. Эта женщина обнаруживает, что потеряла платок, и принимает меры, чтобы скрыть свое имя. Не спешите. Я никогда не позволяю себе спешить с выводами. А у вас есть другая версия? Конечно, есть. К примеру, предположим, что вы совершили преступление и хотите бросить тень на другое лицо. Между прочим, в поезде находится лицо, близкое к семье Армстронг. Предположим, что вы роняете на месте преступления платок, принадлежащий этой женщине.
Ее начинают допрашивать, устанавливают, что она состоит в родстве с семьей Армстронг, и вот вам, пожалуйста, и мотивы, и вещественные доказательства. В таком случае, — возразил доктор, — к чему вышеупомянутой особе, если она ни в чем не виновна, скрывать свою личность? Вы в самом деле так думаете? Такой ход мыслей часто бывает у суда. Но я хорошо знаю человеческую натуру, мой друг, и я должен вам сказать, что даже самые невинные люди теряют голову и делают невероятные глупости, если их могут заподозрить в убийстве. Нет, нет, и жирное пятно на паспорте, и переклеенная наклейка доказывают не вину графини Андрени, а лишь то, что по каким-то причинам она не хочет, чтобы мы установили ее личность. А какое отношение, по-вашему, она может иметь к Армстронгам? Ведь, по ее словам, она никогда не была в Америке. Вот именно, к тому же она плохо говорит по-английски, и у нее очень экзотическая внешность, что она всячески подчеркивает. И тем не менее догадаться, кто она, очень несложно. Я только что упомянул о матери миссис Армстронг. Ее звали Линда Арден, она была прославленной актрисой, знаменитой исполнительницей шекспировских ролей. Вспомните комедию «Как вам это понравится?» «Арденский лес», Розалинду. Вот откуда произошла ее фамилия. Однако Линда Арден, имя, под которым она была известна всему миру, было ее псевдонимом. Ее фамилия могла быть и Гольденберг. Вполне вероятно, что в ее жилах текла еврейская кровь. Ведь в Америку эмигрировали люди самых разных национальностей. И я рискну предположить, господа, что младшая сестра миссис Армстронг, бывшая еще подростком в то время, когда произошла трагедия, и есть Хелена Гольденберг, младшая дочь Линды Арден, и что она вышла замуж за графа Андрени, когда он был атташе венгерского посольства в Вашингтоне. Однако княгиня Драгомирова уверяет, что младшая дочь Линды Арден вышла замуж за англичанина, фамилию которого она запамятовала. Так вот, скажите, друзья мои, похоже ли это на правду? Княгиня Драгомирова любила Линду Арден, как большие аристократки любят больших актрис. Она была крестной матерью ее дочери. Могла ли она забыть фамилию человека, за которого вышла замуж младшая дочь актрисы? Не могла. Я думаю, мы не ошибемся, предположив, что княгиня Драгомирова солгала. Она знала, что Хелена едет в поезде, она видела ее. И, услышав, кем был на самом деле убитый, сразу поняла, что подозрение падет на Хелену. Вот почему, когда мы ее спросили о сестре Сони Армстронг, она, не задумываясь, солгала нам, сказав, что она да не помнит, но ей кажется, что Хелена вышла замуж за англичанина, то есть увела нас как можно дальше от истины. В вагон вошел официант, подойдя к ним, обратился к месье Буку. «Не прикажете ли подать ужин, месье?» Как бы он ни перестоял. Месье Бук посмотрел на Пуаро. Тот кивнул. «Ради бога, пусть подают». Официант скрылся в дверях. Послышался звонок, потом громкий голос официанта, выкликивавшего по-английски и по-французски. «Первая очередь. Кушать подано». Глава 4. Пятно на венгерском паспорте. Пуаро сидел вместе с месье Буком и доктором. Настроение у всех в ресторане было подавленное. Разговаривали мало. Даже миссис Хаббард была противоестественно молчалива. Садясь, она пробормотала: «У меня сегодня кусок в горло не лезет». После чего, поощряемая доброй шведкой, взявшей ее под свою опеку, отведала от всех блюд, которыми обносил официант.
Еще до ужина Пуаро, задержав за рукав метрдотеля, что-то прошептал ему на ухо. Доктор Константин легко догадался, о чем шла речь. Он заметил, что графу и графине Андрени все блюда подавали, как правило, в последнюю очередь, а потом еще заставили ждать счет. В результате граф и графиня поднялись последними. Когда они, наконец, двинулись к двери, Пуаро вскочил и пошел за ними следом. «Прошу прощения, мадам, но вы уронили платок». И он протянул графине крохотный клочок батиста с вышитой монограммой. Графиня взяла платок, взглянула на него и вернула Пуаро. «Вы ошиблись, месье, это не мой платок». «Не ваш». «Вы в этом уверены?» «Абсолютно, месье». «И все же, мадам, на нем вышита метка H, первая буква вашего имени». Граф двинулся было к Пуаро, но тот не обратил на него никакого внимания. Он не сводил глаз с графини. Смело глядя на него в упор, она ответила. «Я вас не понимаю, месье. Мои инициалы — Я». «Это неправда. Вас зовут Хелена, а не Елена». Хелена Гольденберг, младшая дочь Линды Арден, Хелена Гольденберг, сестра миссис Армстронг. Наступила тягостная пауза. Граф и графиня побледнели. А Пуаро сказал, на этот раз более мягко. «Отрицать не имеет смысла. Ведь это правда, верно?» «По какому праву вы?» — рассвирепел граф. Жена оборвала графа, прикрыв ему рот ладошкой. «Не надо, Рудольф. Дай мне сказать». «Бесполезно отрицать, этот господин говорит правду, поэтому нам лучше сесть и обсудить все сообща». Голос ее совершенно переменился. Южная живость интонаций сохранилась, но дикция стала более четкой и ясной. Теперь она говорила как типичная американка. Граф замолчал и, повинуясь жене, сел напротив Пуаро. «Вы правы, месье», — сказала графиня. «Я действительно Хелена Гольденберг, младшая сестра миссис Армстронг. Сегодня утром вы скрыли от меня этот факт, госпожа графиня». «Верно. По правде говоря, все, что вы и ваш муж мне рассказали, оказалось сплошной ложью». «Месье», — вскипел граф. «Не сердись, Рудольф». Месье Пуаро выразился несколько резко, но он говорит правду. «В этом виноват только я», — вмешался граф. «Я рад, что вы сразу признались, мадам. А теперь расскажите мне, почему вы обманули меня и что понудило вас подделать имя в паспорте?» Хелена спокойно ответила. «Вы, конечно, догадываетесь, месье Пуаро, почему я, а вернее, мы так поступили. Убитый был виновен в смерти моей племянницы и моей сестры, он разбил сердце Сониного мужа. 3 человека, которых я любила больше всего на свете и которые составляли мою семью, погибли». В голосе ее звучала страсть. Она была подлинной дочерью своей матери, чья пламенная игра трогала до слез переполненные зрительные залы. «Из всех пассажиров», — продолжала она уже более спокойно, «наверное, только у меня была причина убить его». «И все же вы не убили его, мадам?» «Я клянусь вам, месье Пуаро, и мой муж тоже может вам поклясться, что, как бы мне ни хотелось убить этого негодяя, я и пальцем до него не дотронулась». «И я, господа, клянусь честью», — сказал граф, что прошлой ночью Хелена не выходила из купе. Она, как я уже говорил, приняла снотворное. Она не имеет никакого отношения к убийству. Пуаро переводил взгляд с одного на другого. «Клянусь честью», — повторил граф. Пуаро покачал головой.
И все же вы решились подделать в паспорте имя вашей жены? Месье Пуаро, пылко начал граф, войдите в мое положение. Неужели вы думаете, мне легко было примириться с мыслью, что моя жена будет замешана в грязном уголовном процессе? Я знаю, что она ни в чем не виновата, но Хелена верно сказала, ее сразу же заподозрили бы, только на том основании, что она сестра Сони Армстронг. Ее стали бы допрашивать, а возможно, и арестовали бы. И раз уж нам довелось попасть в один вагон с Ричеттом, я считал, что у нас есть только один выход. Не стану отрицать, месье, я лгал вам, но не во всем, моя жена действительно не выходила из купе прошлой ночью. Он говорил так убежденно, что ему трудно было не поверить. «Я не говорю, месье, что не верю вам», — с расстановкой сказал Пуаро. «Я знаю, что вы принадлежите к прославленному древнему роду. И я понимаю, что вам было бы крайне тяжело, если бы вашу жену привлекли к уголовному делу. В этом я вам вполне сочувствую. Но как же все-таки объяснить, что платок вашей жены оказался в купе убитого?» «Это не мой платок», — сказала графиня. Несмотря на метку H. Да, несмотря на эту метку. Мои платки похожи на этот, но не совсем. Я, конечно, понимаю, вам трудно мне поверить, и тем не менее это не мой платок. Но, может быть, его нарочно подкинули в купе убитого, чтобы бросить на вас тень? Улыбка приподняла краешки ее губ. Вы все же хотите, чтобы я признала этот платок своим? Поверьте, месье Пуаро, это не мой платок, серьезно убеждала она его. Но если платок этот не ваш, почему же тогда вы подделали паспорт? До нас дошло, что в купе убитого нашли платок с меткой H, сказал граф. Прежде чем явиться к вам, мы все обсудили. Я указал Хелене, что, как только узнает ее имя, ее подвергнут строжайшему допросу. К тому же так просто было переделать Хелену на Елену и положить конец всем неприятностям. «У вас, граф, все задатки преступника», — сухо заметил Пуаро. «Незаурядная изобретательность и никакого уважения к закону». «Нет-нет, не надо так говорить», — взмолилась красавица-графиня. Месье Пуаро, муж рассказал все, как было. Она перешла с французского на английский. Я перепугалась насмерть, и, думаю, вы меня поймете. Мы пережили такой ужас, и ворошить все это снова. И потом находиться под подозрением, а то и сесть в тюрьму. Я себя не помнила от страха. Неужели вы нас не понимаете, месье Пуаро? Ее прекрасный голос, низкий, грудной, молил, упрашивал, недаром она была дочерью великой актрисы Линды Арден. Пуаро строго посмотрел на нее. «Для того, чтобы я поверил вам, мадам, а я не говорю, что не желаю вам верить, вы должны мне помочь». «Помочь вам?» Мотивы этого преступления кроются в прошлом, в той трагедии, которая разрушила вашу семью и омрачила вашу юность. Поведите меня в это прошлое, мадам, и я найду там недостающее звено, которое объяснит мне все. Что я могу рассказать? Все участники трагедии мертвы. Она печально повторила: мертвы. И Роберт, и Соня, и маленькая Дейзи. Прелестная кроха, милая, веселая, в кудряшках. Весь дом ее обожал. Но ведь погибла не только Дейзи, мадам. Если так можно выразиться, гибель Дейзи повлекла за собой еще одну гибель? Вы имеете в виду бедняжку Сюзанну? Я совсем забыла про нее. Полиция ее допрашивала. Они были убеждены, что Сюзанна виновна. Возможно, так оно и есть,
но злого умысла тут не было. Я думаю, бедняжка нечаянно выболтала кому-нибудь, когда Дейзи водит гулять. Сюзанна чуть не помешалась тогда, так боялась, что ее привлекут к ответственности. Графиня вздрогнула. Она не выдержала потрясения и выбросилась из окна. Какой ужас! Графиня закрыла лицо руками. Кто она была по национальности, мадам? Француженка. Как ее фамилия? Страшно глупо, но я не могу вспомнить. Мы все звали ее Сюзанной. Такая хорошенькая хохотушка. Она очень любила Дейзи. Она была горничной при ребенке, не так ли? Да. А кто был няней? Дипломированная медсестра. Ее фамилия была Стренгельберг. Она тоже любила Дейзи и мою сестру. А теперь, мадам, хорошенько подумайте, прежде чем ответить на вопрос. Кто-нибудь из пассажиров показался вам знакомым? Она удивленно взглянула на него. Знакомым. Да нет. А княгиня Драгомирова? Ах, она. Она, конечно. Но я думала, вы имеете в виду людей, словом, людей из того времени. Именно это я и имею в виду. А теперь подумайте хорошенько. С тех пор прошло несколько лет. За это время люди могли измениться. Хелена глубоко задумалась. «Нет, я уверена, что никого здесь не знаю», — сказала она наконец. «Вы в то время были еще подростком. Неужели в доме не было женщины, которая руководила бы вашими занятиями, ухаживала за вами?» Конечно, у меня имелась кто-то вроде Дуэни, она была одновременно и моей гувернанткой, и Сониным секретарем. Англичанка, точнее, шотландка. Такая рослая рыжеволосая дама. Как ее фамилия? Мисс Фрибоди. Она была молодая или старая? Мне она тогда казалась глубокой старухой. Но теперь я думаю, что ей было не больше 40. Ну а прислуживала мне и следила за моими туалетами, конечно, Сюзанна. Кто еще жил в доме? Только слуги. Вы уверены, мадам, вполне уверены, что не узнаете никого из пассажиров? Нет, месье, серьезно ответила она. Никого. Глава 5. Имя княгини Драгомировой. Когда граф и графиня ушли, Пуаро поглядел на своих соратников. «Видите», — сказал он, — «мы добились кое-каких успехов. Вы блестяще провели эту сцену», — от всего сердца похвалил его месье Бук. «Но должен сказать вам, что мне и в голову не пришло бы заподозрить графа и графиню Андрини. Должен признаться, что я считал их совершенно вне игры. Теперь, я полагаю, нет никаких сомнений в том, что Ричетта убила графиня. Весьма прискорбно. Надо надеяться, ее все же не приговорят к смертной казни. Ведь есть смягчающие обстоятельства. Наверное, дело ограничится несколькими годами тюремного заключения. Итак, вы совершенно уверены в том, что Ричетта убила она? Мой друг, какие могут быть сомнения? Я думал, что вы так мягко с ней разговариваете, чтобы не усложнять дела до тех пор, пока нас наконец не откопают и не подоспеет полиция. Значит, вы не поверили, когда граф поклялся вам своей честью, что его жена невиновна? Друг мой, это же так понятно. Что же ему еще оставалось делать? Он обожает свою жену. Хочет ее спасти. Он весьма убедительно клялся честью,
как и подобает настоящему дворянину, но все равно это ложь, иначе и быть не может. А знаете ли, у меня есть нелепая идея, что это может оказаться правдой. Ну что вы? Вспомните про платок. Все дело в платке. Я не совсем уверен относительно платка. Помните, я вам всегда говорил, что у платка могут быть две владелицы. И все равно. Месье Бук умолк на полуслове. Дверь в дальнем конце вагона отворилась, и в ресторан вошла княгиня Драгомирова. Она направилась прямо к их столу, и все трое поднялись. Не обращая внимания на остальных, княгиня обратилась к Пуаро. «Я полагаю, месье, что у вас находится мой платок». Пуаро бросил торжествующий взгляд на своих собеседников. «Вот этот, мадам». И он протянул ей клочок батиста. «Да, этот. Тут в углу моя монограмма». «Но, княгиня, ведь тут вышита буква «Н», — сказал месье Бук, — «а вас зовут Наталья». Княгиня смерила его холодным взглядом. «Правильно, месье. Но мои платки всегда помечают русскими буквами. По-русски буква «Н» читается как «Н». Месье Бук несколько опешил. При этой суровой старухе он испытывал неловкость и смущение. «Однако утром вы скрыли от нас, что этот платок принадлежит вам». «Вы не спрашивали меня об этом», — отрезала княгиня. «Прошу вас, садитесь, мадам», — сказал Пуаро. Она вздохнула. «Что ж, почему бы и не сесть?» Она села. «Пожалуй, не надо затягивать это дело, господа. Я знаю, теперь вы зададите вопрос, как мой платок оказался в купе убитого. Отвечу, не знаю. Вы действительно не знаете этого? Действительно. Извините меня, мадам, но насколько мы можем вам верить?» Пуаро говорил очень мягко. Княгиня Драгомирова презрительно ответила: «Вы говорите так, потому что я скрыла от вас, что Хелена Андрени — сестра миссис Армстронг. Да, вы намеренно ввели нас в заблуждение. Безусловно. И не задумываясь, сделала бы это снова. Я дружила с матерью Хелены. А я, господа, верю в преданность своим друзьям, своей семье и своему сословию. И не верите, что необходимо всячески способствовать торжеству справедливости? Я считаю, что в данном случае справедливость, подлинная справедливость, восторжествовала. В двоедушии есть свои преимущества, сказал Пуаро. Если припереть лгуна к стенке и сообщить ему правду, он обычно сознается, часто просто от удивления. Чтобы добиться своего, необходимо догадаться, в чем заключается ложь. А в этом деле я и вообще не вижу иного пути. Я по очереди обдумываю показания каждого пассажира и говорю себе, если такой-то и такой-то лгут, то в чем они лгут и по какой причине. И отвечаю, если заметьте, если они лгут, то это происходит по такой-то причине и в таком-то пункте. С графиней Андрени мой метод дал отличные результаты. Теперь мы испробуем его и на других пассажирах. А вдруг ваша догадка окажется неверной? Тогда, по крайней мере, один человек будет полностью освобожден от подозрений. Ах так. Вы действуете методом исключения. Вот именно. А за кого мы возьмемся теперь? За настоящего джентльмена, полковника Арбетнота. Глава 6. Вторая беседа с полковником Арбетнотом. Полковник Арбетнот был явно недоволен, что его вызывают во второй раз. С темным, как туча, лицом усевшись напротив Пуаро, он спросил, в чем дело?
прошу извинить, что мне пришлось побеспокоить вас во второй раз», — сказал Пуаро, «однако мне кажется, вы еще не все нам сообщили». «Вот как?» «По-моему, вы ошибаетесь. Для начала взгляните на этот ёршик». «Ну и что?» «Это ваш ёршик?» «Не знаю. Я не ставлю меток на своих ёршиках. А вам, полковник, известен тот факт, что лишь вы из пассажиров вагона Стамбуэль-Кале курите трубку? В таком случае возможно, что ёршик мой. Вы знаете, где его нашли? Понятия не имею. В купе убитого». Полковник поднял брови. «Объясните нам, полковник, как ёршик мог туда попасть? Если вы хотите спросить, не обронил ли я ёршик в купе убитого, я отвечу «нет». Вы когда-нибудь заходили в купе мистера Рещотто? Я с ним и словом не перемолвился. Значит, вы с ним не разговаривали и вы его не убивали? Полковник насмешливо вздернул брови. Если это и так, я вряд ли стал бы вас об этом оповещать. Но, кстати говоря, я его действительно не убивал. Ладно, пробормотал Пуаро. Впрочем, это не важно. Извините, не понял. Я сказал, что это не важно. Вот как. Арбитнот был явно ошарашен. Он с тревогой посмотрел на Пуаро. «Дело, видите ли, в том, — продолжал Пуаро, — что ёршик особого значения не имеет. Я сам могу придумать по меньшей мере 11 блистательных объяснений тому, как он там оказался». Арбитнот вытаращил глаза. «Я хотел поговорить с вами по совершенно другому вопросу», — продолжал Пуаро. «Мисс де Бенхэм, по всей вероятности, вам сказала, что я нечаянно услышал ваш разговор на станции Канья?» Арбитнот промолчал. «Она сказала вам, сейчас не время. Когда все будет кончено? Когда это будет позади? Вы знаете, о чем шла речь?» «Очень сожалею, месье Пуаро, но я не могу ответить на ваш вопрос». «Почему?» «По-моему, вам следует спросить у самой мисс де Бенхэм, что означали ее слова», — сухо ответил полковник. «Я уже спрашивал». «И она отказалась отвечать?» «Да». «В таком случае, мне кажется, даже вам должно быть понятно, что я не пророню ни слова». «Значит, вы храните тайну дамы?» «Если угодно, да». Мисс де Бенхэм сказала мне, что речь шла о ее личных делах. Раз так, почему бы вам не поверить ей на слово? А потому, полковник, что мисс де Бенхэм у нас вызывает сильные подозрения. Чепуха. С горячностью заявил полковник. Нет, не чепуха. У вас нет никаких оснований ее подозревать. А тот факт, что мисс де Бенхэм служила секретарем гувернантской в доме Армстронгов во время похищения Дейзи Армстронг, это, по-вашему, не основание. На минуту в вагоне воцарилось молчание. Пуаро укоризненно покачал головой. «Вот видите», — сказал он, — «нам известно гораздо больше, чем вы думаете». Если мисс де Бенхэм невиновна, почему она скрыла этот факт? Почему она сказала мне, что никогда не была в Америке? Полковник откашлялся, но, может быть, вы все-таки ошибаетесь. Я не ошибаюсь. Почему мисс де Бенхэм лгала мне? Полковник Арбитнот пожал плечами, вам лучше спросить у нее. Я все-таки думаю, что вы ошибаетесь. Пуаро громко кликнул официанта. Тот опрометью кинулся к нему. Спросите английскую даму, которая занимает 11-е место, не соблаговолит ли она прийти сюда. Слушаюсь, месье.
Официант вышел. 4 мужчин сидели молча. Лицо полковника, застывшее, бесстрастное, казалось вырезанной из дерева маской. Официант вернулся. «Дама сейчас придет, месье». «Благодарю вас». Через 1-2 минуты Мэри де Бенхэм вошла в Ваго эн Рестораен. Глава 7. Кто такая Мэри де Бенхэм? Непокрытая голова ее была вызывающе откинута назад. Отброшенные со лба волосы, раздутые ноздри придавали ей сходство с фигурой на носу корабля, отважно разрезающего бурные волны. В этот миг она была прекрасна. Глаза ее мимолетно остановились на Арбетноте. «Вы хотели меня видеть?» Обратилась она к Пуаро. «Я хотел спросить вас, мадмуазель, почему вы обманули нас сегодня утром?» «Обманула?» «Не понимаю, о чем вы говорите?» «Вы скрыли, что жили в доме Армстронгов, когда там произошла трагедия. Вы сказали, что никогда не были в Америке». От Пуаро не скрылось, что девушка вздрогнула, но она тут же взяла себя в руки. «Это правда», — сказала она. «Нет, мадмуазель, это ложь. Вы не поняли меня. Я хотела сказать, это правда, что я солгала вам». «Ах так. Значит, вы не будете это отрицать?» Она криво улыбнулась. «Конечно. Раз вы разоблачили меня, мне ничего другого не остается». «Что ж, по крайней мере вы откровенны, мадмуазель. Похоже, что мне ничего другого опять же не остается». «Вот именно. А теперь, мадмуазель, могу ли я спросить у вас, почему вы скрыли от нас истину?» «По-моему, это очевидно, месье Пуаро. Но не для меня, мадмуазель. Мне приходится самой зарабатывать на жизнь», — ответила она ему ровным и спокойным тоном, однако в голосе ее проскользнула жесткая нотка. «Вы хотите сказать?» Мэри де Бенхэм посмотрела ему прямо в глаза. «Знаете ли вы, месье Пуаро, как трудно найти приличное место и удержаться на нем? Как вы думаете, захочет ли обыкновенная добропорядочная англичанка нанять к своим дочерям гувернантку, замешанную в деле об убийстве, гувернантку, чьи имя и фотографии мелькают во всех английских газетах? Почему бы и нет, если вы ни в чем не виноваты?» «Виновата, не виновата. Да дело вовсе не в этом, а в огласке. До сих пор, месье Пуаро, мне везло. У меня была хорошо оплачиваемая, приятная работа. И я не хотела рисковать своим положением без всякой необходимости. Осмелюсь предположить, мадмуазель, что мне лучше судить, была в том необходимость или нет». Она пожала плечами. «Например, вы могли бы помочь мне опознать некоторых людей». «Кого вы имеете в виду?» «Возможно ли, мадмуазель, чтобы вы не узнали в графине Андрине вашу ученицу, младшую сестру миссис Армстронг?» «В графине Андрине?» «Нет, не узнала». Она покачала головой. «Хотите верьте, хотите нет, но я действительно ее не узнала. Видите ли, тогда она была еще подростком. С тех пор прошло больше 3 лет. Это правда, что графиня мне кого-то напомнила, но кого я не могла вспомнить. И потом у нее такая экзотическая внешность, что я ни за что на свете не признала бы в ней ту американскую школьницу. Правда, я взглянула на нее лишь мельком, когда она вошла в ресторан. К тому же я больше внимания обратила на то, как она одета, чем на ее лицо». Улыбка тронула ее губы. «С женщинами это случается. А потом? Потом мне было не до нее. Вы не откроете мне вашу тайну, мадмуазель?»
мягко, но настойчиво сказал Пуаро. «Я не могу». «Не могу», — еле слышно сказала она. И вдруг закрыла лицо руками, уронив голову на стол, заплакала навзрыд. Полковник вскочил, неловко наклонился к девушке. Послушайте». Он запнулся, повернувшись, метнул свирепый взгляд на Пуаро. «Я вас сотру в порошок, грязный вы человечишка». «Месье». Возмутился месье Бук. Арбутнот повернулся к девушке. «Мэри, ради бога». Она встала. «Пустяки». Я успокоилась. «Я вам больше не нужна, месье Пуаро? Если я вам понадоблюсь, вы знаете, где меня найти». «А Господи, я веду себя как последняя идиотка». И выбежала из вагона. Арбутнот последовал за ней не сразу. «Мисс Дебинхэм не имеет никакого отношения к этому делу, решительно никакого, слышите?» Накинулся он на Пуаро. «Если вы будете ее преследовать, вам придется иметь дело со мной». Он поспешил вслед за девушкой, гордо подняв голову, вышел из вагона. «Люблю смотреть, как англичане сердятся», — сказал Пуаро. «Они такие забавные. Когда они гневаются, они перестают выбирать выражения». Но месье Бука не интересовали эмоциональные реакции англичан. Он был полон восхищения своим другом. «Друг мой, вы неподражаемы», — восклицал он. Еще одна потрясающая догадка. Это просто невероятно. Уму непостижимо. Восхищался доктор Константин. На сей раз это не моя заслуга. Мне и не пришлось догадываться, графиня Андрени сама рассказала мне практически все. Каким образом? Не может быть. Помните, я просил графиню описать ее гувернантку или компаньонку? Я уже решил для себя, что, если Мэри Дебинхэм причастна к делу Армстронгов, она должна была фигурировать в этом доме, скорее всего, в таком качестве. Пусть так, но ведь графиня Андрени описала вам женщину, ничем не напоминающую мисс Дебинхэм. Вот именно. Рослую, рыжеволосую женщину средних лет, словом, до того не похожую на мисс Дебинхэм, что это уже само по себе весьма знаменательно. А потом ей потребовалось срочно придумать фамилию этой гувернантки, и тут она окончательно выдала себя из-за подсознательной ассоциации. Она, как вы помните, назвала фамилию Фрибоди. Ну и что? Так вот, вы этого можете и не знать, но в Лондоне есть магазин, до недавних пор называвшийся Дебинхэм и Фрибоди. В голове графини крутится фамилия Дебинхэм, она лихорадочно подыскивает другую фамилию, и естественно, что первая фамилия, которая приходит ей на ум, Фрибоди. Тогда мне все стало ясно. Итак, она снова нам солгала? Почему она это сделала? Опять-таки из верности друзьям, очевидно. Должен сказать, что это усложняет все дело. Ну и ну. Вскипел месье Бук. Неужели здесь все лгут? А вот это, сказал Пуаро, мы сейчас узнаем. Глава 8. Новые удивительные открытия. «Теперь меня уже ничем не удивить», — сказал месье Бук. «Абсолютно ничем. Даже если все пассажиры поезда окажутся чадами и домочадцами Армстронгов, я это нисколько не удивлюсь». «Весьма глубокое замечание», — сказал Пуаро. «А вам бы хотелось услышать, что может нам сообщить итальянец, самый, по вашему мнению, подозрительный пассажир? Вы собираетесь преподнести нам еще одну из своих знаменитых догадок?» Вы не ошиблись.
«Поистине просто сверхъестественное дело», — сказал доктор Константин. «Ничуть, вполне естественное». Месье Бук в комическом отчаянии развел руками. «Но если уж оно кажется вам естественным, друг мой...» Он осекся. Пуаро попросил официанта пригласить Антонио Фоскарелли. Огромный итальянец с настороженным видом вошел в вагон. Он озирался, как затравленный зверь. «Что вам от меня нужно?» — сказал он. «Я уже все сказал». «Слышите, все». И он ударил кулаком по столу. «Нет, вы сказали нам далеко не все». Решительно оборвал его Пуаро. «Вы не сказали правды». «Правды». Итальянец кинул на Пуаро встревоженный взгляд. Он сразу сник, присмирел. «Вот именно. Не исключено, что она мне и без того известна. Но если вы поговорите со мной на чистоту, это сослужит вам добрую службу. Вы разговариваете точь-в-точь, как американская полиция. От них только и слышишь: выкладывай все на чистоту, выкладывай все на чистоту, знакомая музыка. Вот как, значит, вы уже имели дело с нью-йоркской полицией? Нет-нет, что вы. Им не удалось найти никаких улик против меня, хотя, видит Бог, они очень старались. Вы имеете в виду дело Армстронгов, не так ли? Спросил Пуаро спокойно. Вы служили у них шофером? Его глаза встретились с глазами итальянца. С Фоскарелли бахвальство как рукой сняло, казалось, из него выпустили весь воздух. Если вы и так все знаете, зачем спрашивать меня? Почему вы солгали нам сегодня утром? Из деловых соображений. Кроме того, я не доверяю югославской полиции. Они ненавидят итальянцев. От них справедливости не жди. А может быть, как раз наоборот, вы получили бы по справедливости? Нет, нет, я не имею никакого отношения к вчерашнему убийству. Я не выходил из купе. Зануда-англичанин подтвердит мои слова. Я не убивал этого мерзавца Ричетто. У вас нет никаких улик против меня. Пуаро, писавший что-то на клочке бумаги, поднял глаза и спокойно сказал: «Отлично. Вы можете идти». Фоскарелли тревожно переминался с ноги на ногу и не уходил. «Вы же понимаете, что это не я. Что я не мог иметь никакого отношения к убийству. Я сказал, вы можете идти. Вы все сговорились. Хотите пришить мне дело из-за какого-то мерзавца, по которому давно электрический стул плачет? Просто позор, что он тогда избежал наказания. Вот если бы я очутился на его месте, если бы меня арестовали. Однако арестовали не вас. Вы же участвовали в похищении ребенка. Да что вы говорите? На эту малышку все нарадоваться не могли. Она звала меня Тония. Залезет, бывало, в машину и держит руль, будто правит. Все ее обожали, весь дом. Даже до полиции под конец это дошло. Прелесть, что за девчушка. Голос его задрожал. На глаза навернулись слезы. Фоскарелли круто повернулся и быстро вышел из вагона. «Пьетро!» — позвал Пуаро. Официант подбежал к нему. «Позовите шведскую даму, место 10». «Слушаюсь, месье». «Еще одна!» — воскликнул месье Бук. «Ах нет, это невероятно». «Нет, нет и не говорите. Это просто невероятно».
Друг мой, мы должны все узнать. Даже если в результате окажется, что у всех без исключения пассажиров были причины желать смерти Ричетта, мы должны их узнать. Ибо это единственный путь разгадать убийство. У меня голова идет кругом. Простонал месье Бук. Бережно поддерживая под руку, официант доставил плачущую навзрыд Грету Ольсон. Рухнув на стул напротив Пуаро, она зарыдала еще сильнее, сморкаясь в огромный носовой платок. «Не стоит расстраиваться, мадмуазель», — потрепал ее по плечу Пуаро. «Скажите нам правду, вот все, что нам требуется. Ведь вы были няней Дейзи Армстронг». «Верно», — сквозь слезы проговорила несчастная шведка. «Это был настоящий ангелочек, такая доверчивая, такая ласковая. Она знала в жизни только любовь и доброту, а этот злодей похитил ее и мучил. А ее бедная мать и другая малышка, которая так и не появилась на свет. Вам этого не понять, вы не видели. Ах, если бы вы тогда были там, если бы вы пережили эти ужасы. Нужно было сказать вам утром всю правду. Но я побоялась. Я так обрадовалась, что этот злодей уже мертв, что он не может больше мучить и убивать детей. Ах, мне трудно говорить, я не нахожу слов. Рыдания душили ее. Пуаро снова ласково потрепал ее по плечу. «Ну, успокойтесь, пожалуйста, я понимаю, я все понимаю, право же, все. Я больше ни о чем не буду вас спрашивать. Мне достаточно, что вы признали правду. Я все понимаю, право же». Грета Ольсон, которой рыдания мешали говорить, встала и, точно слепая, стала ощупью пробираться к выходу. Уже в дверях она столкнулась с входившим в вагон мужчиной. Это был лакей Мастермен. Он подошел к Пуаро и, как обычно, спокойно и невозмутимо обратился к нему. «Надеюсь, я вам не помешал, сэр. Я решил, что лучше прямо прийти к вам и поговорить на чистоту. Во время войны я был денщиком полковника Армстронга, потом служил у него лакеем в Нью-Йорке. Сегодня утром я сказал вам неправду. Я очень сожалею об этом, сэр, и поэтому решил прийти к вам и повиниться. Надеюсь, сэр, вы не подозреваете Тония. Старина Тония, сэр, он и мухи не обидит. Я действительно могу поклясться, что прошлой ночью он не выходил из купе. Так что, сами понимаете, сэр, он никак не мог этого сделать. Хоть Тония и иностранец, но он сама доброта, он вовсе не похож на тех итальянских головорезов, о которых пишут в газетах. Мастермен замолчал. Пуаро посмотрел на него в упор. «Это все, что вы хотели нам сказать?» «Все, сэр». Он еще минуту помедлил, но, видя, что Пуаро молчит, сконфуженно поклонился, секунду поколебавшись, вышел из вагона так же незаметно и тихо, как вошел. «Просто невероятно», — сказал доктор Константин. «Действительность оставляет позади детективные романы, которые мне довелось прочесть». «Вполне согласен с вами», — сказал месье Бук. «Из 12 пассажиров 9 имеют отношение к делу Армстронгов. Что же дальше, хотел бы я знать? Или, вернее, кто же дальше?» «А я, пожалуй, могу ответить на ваш вопрос», — сказал Пуаро. «Видите, к нам пожаловал американский сыщик мистер Хардман. Неужели он тоже идет признаваться?» Пуаро еще и ответить не успел, а американец уже стоял у стола. Он понимающе подмигнул присутствующим, усаживаясь, протянул. «Нет, вы мне объясните, что здесь происходит. Настоящий сумасшедший дом».
Пуаро хитро на него посмотрел. «Мистер Хардман, вы случайно не служили садовником у Армстронгов?» «У них не было сада», — парировал мистер Хардман, буквально истолковав вопрос. «А дворецким?» «Манеры у меня неподходящие для дворецкого». «Нет, я никак не связан с Армстронгами, но, сдается мне, я тут единственное исключение». «Как вы это объясните?» «Интересно, как вы это объясните?» «Это, конечно, несколько странно». Пуаро был невозмутим. «Вот именно», — поддакнул месье Бук. «А как вы сами это объясняете, мистер Хардман?» — спросил Пуаро. «Никак, сэр. Просто ума не приложу. Не может же так быть, чтобы все пассажиры были замешаны в убийстве, но кто из них виновен, ей-ей, не знаю. Как вы раскопали их прошлое, вот что меня интересует». Просто догадался. Ну и ну. Да я теперь про вас на весь свет растрезвоню. Мистер Хардман откинулся на спинку стула и восхищенно посмотрел на Пуаро. «Извините», — сказал он, — «но поглядеть на вас, в жизни такому не поверишь». «Завидую, просто завидую, ей-ей». «Вы очень любезны, мистер Хардман». «Любезен не любезен, а никуда не денешься, вы меня обскакали». «И тем не менее», — сказал Пуаро, — «вопрос окончательно не решен. Можем ли мы с уверенностью сказать, что знаем, кто убил Ричетта?» «Я пас», — сказал мистер Хардман, — «я в этом деле не участвую». «Восхищаюсь вами, что да, то да, но и все тут». «А насчет двух остальных вы еще не догадались?» «Насчет пожилой американки и горничной?» «Надо надеяться, хоть они тут ни при чем». «Если только», — Пуаро улыбнулся, — «мы не определим их к Армстронгам, ну, скажем, в качестве кухарки и экономки». «Что же, меня больше ничем не удивишь». Мистер Хардман покорился судьбе. Настоящий сумасшедший дом, одно слово. «Ах, друг мой, вы слишком увлеклись совпадениями», — сказал месье Бук. «Не могут же все быть причастны к убийству». Пуаро смерил его взглядом. «Вы не поняли», — сказал он. «Совсем не поняли меня. Скажите, вы знаете, кто убил Ричетта?» «А вы?» — парировал месье Бук. «Да», — кивнул Пуаро. «С некоторых пор, да. И это настолько очевидно, что я удивляюсь, как вы не догадались». Он перевел взгляд на Хардмана и спросил, «А вы тоже не догадались?» Сыщик покачал головой. Он во все глаза глядел на Пуаро. «Не знаю», — сказал он. «Я ничего не знаю». «Так кто же из них укокошил старика?» Пуаро ответил не сразу. «Я попрошу вас, мистер Хардман», — сказал он, чуть помолчав, — «пригласить всех сюда. Существуют две версии этого преступления. Я хочу, когда все соберутся, изложить вам обе». Глава 9. Пуаро предлагает две версии. Пассажиры один за другим входили в вагон-ресторан и занимали место за столиками. У всех без исключения на лицах были написаны тревога и ожидание. Шведка все еще всхлипывала, миссис Хаббард ее утешала. «Вы должны взять себя в руки, голубушка. Все обойдется. Не надо так расстраиваться. Если даже среди нас есть этот ужасный убийца, всем ясно, что это не вы. Надо с ума сойти, чтобы такое на вас подумать. Садитесь вот сюда, а я сяду рядышком с вами, и успокойтесь, ради бога». Эркюль Пуаро встал, и миссис Хаббард замолкла.
В дверях с ноги на ногу переминался Пьер Мишель. «Разрешите остаться, милостивый государь?» «Разумеется, Мишель». Пуаро откашлялся. «Дамы и господа, я буду говорить по-английски, так как полагаю, что все вы в большей или меньшей степени знаете этот язык. Мы собрались здесь, чтобы расследовать убийство Сэмюэла Эдуарда Ричетта, он же Кассетти. Возможны две версии этого преступления. Я изложу вам обе и спрошу присутствующих здесь господина Бука и доктора Константина, какую они сочтут правильной. Все факты вам известны. Сегодня утром господина Ричетта нашли убитым, он был заколот кинжалом. Нам известно, что вчера в 12:37 по полуночи он разговаривал из-за двери с проводником и, следовательно, был жив. В кармане его пижамы нашли разбитые часы, они остановились в 1:45. Доктор Константин, он обследовал тело, говорит, что смерть наступила между 12 и 2 часами по полуночи. В половине первого, как все вы знаете, поезд вошел в полосу заносов. После этого покинуть поезд было невозможно. Господин Хардман, а он сыщик Нью-Йоркского сыскного агентства, многие воззрелись на господина Хардмана, утверждает, что никто не мог пройти мимо его купе номер 16 в дальнем конце коридора, незамеченным. Исходя из этого, мы вынуждены заключить, что убийцу следует искать среди пассажиров вагона Стамбул-Кале. Так нам представлялось это преступление. То есть как? Воскликнул изумленный господин Бук. Теперь я изложу другую версию, полностью исключающую эту. Она предельно проста. У господина Ричетта был враг, которого он имел основание опасаться. Он описал господину Хардману своего врага и сообщил, что покушение на его жизнь, если, конечно, оно произойдет, по всей вероятности, состоится на вторую ночь по выезде из Стамбула. Должен вам сказать, дамы и господа, что Ричетт знал гораздо больше, чем говорил. Враг, как и ожидал господин Ричетт, сел на поезд в Белграде или Веньковцах, где ему удалось пробраться в вагон через дверь, которую забыли закрыть полковник Арбытнот и господин Макуин, выходившие на перрон в Белграде. Враг этот запасся формой проводника спальных вагонов, которую надел поверх своего обычного платья, и вагонным ключом, который позволил ему проникнуть в купе Ричетта, несмотря на то, что его дверь была заперта. Господин Ричетт не проснулся, он принял на ночь снотворное. Человек набросился на Ричетта с кинжалом, нанес ему дюжину ударов и, убив, ушел из купе через дверь, ведущую в купе миссис Хаббард. «Да, это так», — закивала миссис Хаббард. Мимоходом он сунул кинжал в умывальную сумочку миссис Хаббард. Сам того не подозревая, он обронил в купе пуговицу с формы проводника. Затем вышел из купе и пошел по коридору. Заметив пустое купе, он поспешно скинул форму проводника, сунул ее в чужой сундук и через несколько минут, переодетый в свой обычный костюм, сошел с поезда прямо перед его отправлением через ту же дверь рядом с вагоном-рестораном. У пассажиров вырвался дружный вздох облегчения. «А как быть с часами?» — спросил господин Хардман. «Вот часы-то все и объясняют». Господин Ричетт забыл перевести их на час назад, как ему следовало бы сделать в Царьброде. Часы его по-прежнему показывают восточноевропейское время, а оно на час опережает среднеевропейское. А следовательно, господина Ричетта убили в 1:45, а не в 1:45. Это объяснение никуда не годится. Закричал господин Бук. А чей голос ответил проводнику из купе Ричетта в 12:37, как вы это объясните? Говорить мог только Ричетт или его убийца. Не обязательно. Это могло быть, скажем,
какое-то третье лицо. Предположим, что человек этот приходит к Ричетту поговорить и видит, что он мертв. Нажимает кнопку, чтобы вызвать проводника, но тут у него, как говорится, душа падает в пятки, он пугается, что его обвинят в преступлении, и отвечает так, как если бы это говорил Ричетт. Возможно, неохотно признал господин Бук. Пуаро посмотрел на миссис Хаббард. «Вы что-то хотели сказать, мадам?» «Я и сама не знаю, что я хотела сказать». «А как вы думаете, я тоже могла забыть перевести часы?» «Нет, мадам». «Я полагаю, вы слышали сквозь сон, как этот человек прошел через ваше купе, а позже вам приснилось, что у вас кто-то в купе, и вы вскочили и вызвали проводника». «Вполне возможно», — согласилась миссис Хаббард. Княгиня Драгомирова пристально посмотрела на Пуаро. «А как вы объясните показания моей горничной, милостивый государь?» «Очень просто, мадам. Ваша горничная опознала ваш платок. И очень неловко старалась вас выгородить. Она действительно встретила человека в форме проводника, только гораздо раньше, в Веньковцах. Но сказала нам, что видела его часом позже, полагая, что тем самым обеспечивает вас стопроцентным алиби». Княгиня кивнула. «Вы все предусмотрели, милостивый государь. Я восхищаюсь вами». Наступило молчание. Но тут доктор Константин так хватил кулаком по столу, что все чуть не подскочили. «Нет, нет, нет и нет!» — закричал он. «Ваше объяснение никуда не годится. В нем 1000 пробелов. Преступление было совершено иначе, и господин Пуаро это отлично знает». Пуаро взглянул на него с интересом. «Вижу», — сказал он, — «что мне придется изложить и мою вторую версию. Но не отказывайтесь от первой столь поспешно. Возможно, позже вы с ней согласитесь». Он снова обратился к аудитории. «Есть и вторая версия этого преступления. Вот как я к ней пришел». Выслушав все показания, я расположился поудобней, закрыл глаза и стал думать. Некоторые детали показались мне достойными внимания. Я перечислил их моим коллегам. Кое-какие из них я уже объяснил, такие, как жирное пятно на паспорте и другие. Поэтому я займусь оставшимися. Первостепенную важность, по-моему, представляет замечание, которым обменялся со мной господин Бук, когда мы сидели в ресторане на следующий день по отъезде из Стамбула. Он сказал мне, какая пестрая компания. Имея в виду, что здесь собрались представители самых разных классов и национальностей. Я с ним согласился, однако позже, припомнив это его замечание, попытался представить, а где еще могло собраться такое пестрое общество? И ответил себе, только в Америке. Только в Америке могут собраться под одной крышей люди самых разных национальностей: итальянец-шофер, английская гувернантка, нянька-шведка, горничная француженка и так далее. И это натолкнуло меня на мою систему догадок, то есть подобно тому, как режиссер распределяет роли, я стал подбирать каждому из пассажиров подходящую для него роль в трагедии семейства Армстронг. Такой метод оказался плодотворным. Перебрав в уме еще раз показания пассажиров, я пришел к весьма любопытным результатам. Для начала возьмем показания господина Маккуина. Первая беседа с ним не вызвала у меня никаких подозрений. Но во время второй он обронил небезынтересную фразу. Я сообщил ему, что мы нашли записку, в которой упоминается о деле Армстронгов. Он сказал: «А разве?» Осекся и, помолчав, добавил: «Ну это самое, неужели старик поступил так опрометчиво?»
Но я почувствовал, что он перестроился на ходу. Предположим, он хотел сказать, а разве ее не сожгли? Следовательно, Маккуин знал и о записке, и о том, что ее сожгли, или, говоря другими словами, он был убийцей или пособником убийцы. С этим все. Перейдем к лакею. Он сказал, что его хозяин в поезде обычно принимал на ночь снотворное. Возможно, что и так. Но разве стал бы Рэтчет принимать снотворное вчера? Под подушкой у него мы нашли пистолет, а значит, Рэтчет был встревожен и собирался бодрствовать. Следовательно, и это ложь. Так что если он и принял наркотик, то лишь сам того не ведая. Но кто мог подсыпать ему снотворное? Только Маккуин или лакей. Теперь перейдем к показаниям господина Хардмана. Сведения, которые он сообщил о себе, показались мне достоверными, но методы, которыми он собирался охранять жизнь господина Ричетта, были по меньшей мере нелепыми. Имелся только один надежный способ защитить Ричетта — провести ночь в его купе или где-нибудь в другом месте, откуда можно следить за дверью в его купе. Из показаний Хардмана выяснилось лишь одно — Ричетта не мог убить пассажир никакого другого вагона. Значит, круг замкнулся, убийцу предстояло искать среди пассажиров вагона Стамбул-Кале. Весьма любопытный и загадочный факт, поэтому я решил чуть погодя еще подумать над ним. Вы все, наверное, знаете, что я случайно подслушал разговор между мисс Дебинхэм и полковником Арбетнотом. Я обратил внимание, что полковник звал ее Мэри, судя по всему, был с ней хорошо знаком. Но ведь мне представляли дело так, будто полковник познакомился с мисс Дебинхэм всего несколько дней назад, а я хорошо знаю англичан этого типа. Такой человек, даже если бы он и влюбился с первого взгляда, долго бы ухаживал за девушкой и не стал бы торопить события. Из чего я заключил, что полковник и мисс Дебинхэм на самом деле хорошо знакомы, но по каким-то причинам притворяются, будто едва знают друг друга. Перейдем теперь к следующему свидетелю. Миссис Хаббард рассказала нам, что из постели ей не было видно, задвинуть засов на двери, ведущей в соседнее купе, или нет, и она попросила мисс Ольсон проверить это. Так вот, утверждение ее было бы верно, если бы она занимала купе номер 2, 4, 12, словом, любое четное купе, потому что в них засов действительно проходит под дверной ручкой, тогда как в нечетных купе, и, в частности, в купе номер 3, засов проходит над ручкой, и поэтому умывальная сумочка никак не может его заслонить. Из чего я не мог не сделать вывод, что такого случая не было, а значит, миссис Хаббард его выдумала. Теперь позвольте мне сказать несколько слов относительно времени. Что же касается часов, меня в них заинтересовало лишь то, что их нашли в пижамном кармане Ричетта, месте в высшей степени неудобном и неподходящем, особенно если вспомнить, что в изголовье приделан специальный крючочек для часов. Вот поэтому я не сомневался, что часы нарочно подложили в пижамный карман и подвели, а значит, преступление было совершено отнюдь не в 1/4. Следует из этого, что оно было совершено раньше. Или, чтобы быть абсолютно точным, без 23 час? В защиту этого предположения мой друг господин Бук выдвигает тот довод, что как раз в это время меня разбудил громкий крик. Но ведь если Рэтчет принял сильную дозу снотворного, он не мог кричать. Если бы он мог кричать, он мог бы и защищаться, а мы не обнаружили никаких следов борьбы. Я вспомнил, что господин Маккуин постарался обратить мое внимание, и не один раз, а дважды, причем во второй раз довольно неловко, на то, что Рэтчет не говорил по-французски. Поэтому я пришел к выводу, что представление в 12:37 разыграли исключительно для меня. О проделке с часами любой мог догадаться, к этому трюку часто прибегают в детективных романах.
Они предполагали, что я догадаюсь о проделке с часами и, придя в восторг от собственной проницательности, сделаю вывод, что раз Рэтчет не говорил по-французски, следовательно, в 12:37 из купе откликнулся не он. А значит, Рэтчет к этому времени был уже убит. Но я уверен, что без 23 минут час Рэтчет, приняв снотворное, еще крепко спал. И тем не менее их хитрость сыграла свою роль. Я открыл дверь в коридор. Я действительно услышал французскую фразу. И если бы я оказался непроходимо глуп и не догадался, что же все это значит, меня можно было бы ткнуть носом. В крайнем случае Маккуин мог пойти в открытую и сказать: «Извините, господин Пуаро, но это не мог быть господин Рэтчет. Он не говорил по-французски». Так вот, когда же на самом деле было совершено преступление? И кто убийца? Я предполагаю, но это всего лишь предположение, что Ричетто убили около 2 часов, ибо, по мнению доктора, позже его убить не могли. Что же касается того, кто его убил? И он замолчал, оглядывая аудиторию. На недостаток внимания жаловаться не приходилось. Все взоры были прикованы к нему. Тишина стояла такая, что пролети муха, и то было бы слышно. «Прежде всего мое внимание привлекли 2 обстоятельства», — продолжал Пуаро. Первое, как необычайно трудно доказать вину любого отдельно взятого пассажира, и второе, в каждом случае показания, подтверждающие алиби того или иного лица, исходили от самого, если можно так выразиться, неподходящего лица. Так, например, Маккуин и полковник Арбутнот, которые никак не могли быть прежде знакомы, подтвердили алиби друг друга. Также поступили лакей-англичанин и итальянец, шведка и английская гувернантка. И тогда я сказал себе, это невероятно, не могут же они все в этом участвовать. И тут, господа, меня осенило. Все до одного пассажиры были замешаны в убийстве, потому что не только маловероятно, но и просто невозможно, чтобы случай свел в одном вагоне стольких людей, причастных к делу Армстронгов. Тут уже просматривается не случай, а умысел. Я вспомнил слова полковника Арбутнота о суде присяжных. Для суда присяжных нужно 12 человек, в вагоне едут 12 пассажиров. На теле Ричетто обнаружено 12 ножевых ран. И тут прояснилось еще одно обстоятельство, не дававшее мне покоя, почему сейчас, в мертвый сезон, вагон Стамбул-Кале полон. Ричетто удалось избегнуть расплаты за свое преступление в Америке, хотя его вина была доказана. И я представил себе самостийный суд присяжных из 12 человек, которые приговорили Ричетто к смерти и вынуждены были сами привести приговор в исполнение. После этого все стало на свои места. Дело это представилось мне в виде мозаики, где каждое лицо занимало отведенное ему место. Все было задумано так, что, если подозрение падало на кого-нибудь одного, показания остальных доказывали бы его непричастность и запутывали следствие. Показания Хардмана были необходимы на тот случай, если в преступлении заподозрят какого-нибудь чужака, который не сможет доказать свое алиби. Пассажиры вагона Стамбул-Кале никакой опасности не подвергались. Мельчайшие детали их показаний были заранее разработаны. Преступление напоминало хитроумную головоломку, сработанную с таким расчетом, что чем больше мы узнавали, тем больше усложнялась разгадка. Как уже заметил господин Бук, дело это невероятное. Но ведь именно такое впечатление оно и должно было производить. Объясняет ли эта версия все? Да. Объясняет. Она объясняет характер ранений, потому что они наносились разными лицами. Объясняет подложные письма с угрозами, подложные, потому что они были написаны лишь для того, чтобы предъявить их следствию.
Вместе с тем письма, в которых Ричетто предупреждали о том, что его ждет, несомненно, существовали, но Маккуин их уничтожил и заменил подложными. Объясняет она и рассказ Хардмана о том, как Ричет нанял его на службу, от начала до конца вымышленный, описание мифического врага, темноволосого мужчины невысокого роста с писклявым голосом, весьма удобное описание, потому что оно не подходит ни к одному из проводников и может быть легко отнесено как к мужчине, так и к женщине. Выбор кинжала в качестве орудия убийства может поначалу удивить, но по зрелом размышлении убеждаешься, что в данных обстоятельствах это выбор вполне оправданный. Кинжалом может пользоваться и слабый, и сильный, и от него нет шума. Я представляю, хотя могу и ошибиться, что все по очереди проходили в темное купе Ричетто через купе миссис Хаббард и наносили по одному удару. Я думаю, никто из них никогда не узнает, чей удар прикончил Ричетто. Последнее письмо, которое, по-видимому, подложили Ричетто на подушку, сожгли. Не будь улик, указывающих, что убийство имело отношение к трагедии Армстронгов, не было бы никаких оснований заподозрить кого-нибудь из пассажиров. Решили бы, что кто-то проник в вагон и вдобавок один, а может, и не один пассажир увидел бы, как темноволосый мужчина небольшого роста с писклявым голосом сошел с поезда в Броди, и ему то и приписали бы убийство. Не знаю точно, что произошло, когда заговорщики обнаружили, что эта часть их плана сорвалась из-за заносов. Думаю, что, наспех посовещавшись, они решили все-таки привести приговор в исполнение. Правда, теперь могли заподозрить любого из них, но они это предвидели и на такой случай разработали ряд мер, еще больше запутывающих дело. В купе убитого подбросили две так называемые улики. Одну, ставящую под удар полковника Арбетнота, у него было стопроцентное алиби и его знакомство с семьей Армстронг было почти невозможно доказать, и вторую, платок, ставящий под удар княгиню Драгомирову, которая благодаря своему высокому положению, хрупкости и алиби, которые подтверждали ее горничная и проводник, практически не подвергалась опасности. А чтобы еще больше запутать, нас направили по еще одному ложному следу, на сцену выпустили таинственную женщину в красном кимоно. И тут опять же все было подстроено так, чтобы я сам убедился в существовании этой женщины. В мою дверь громко постучали. Я вскочил, выглянул и увидел, как по коридору удаляется красное кимоно. Его должны были увидеть такие заслуживающие доверия люди, как мисс Дебинхэм, проводник и Маккуин. Потом, пока я допрашивал пассажиров в ресторане, какой-то шутник весьма находчиво засунул красное кимоно в мой чемодан. Чье это кимоно, не знаю. Подозреваю, что оно принадлежит графине Андрине, потому что в ее багаже нашлось лишь изысканное шифоновое неглиже, которое вряд ли можно использовать как халат. Когда Маккуин узнал, что клочок письма, который они так тщательно сожгли, уцелел и что в нем упоминалось о деле Армстронгов, он тут же сообщил об этом остальным. Это обстоятельство сразу поставило под угрозу графиню Андрини, и ее муж поспешил подделать свой паспорт. Тут их во второй раз постигла неудача. Они договорились все, как один, отрицать свою связь с семейством Армстронг. Им было известно, что я не смогу проверить их показания, и они полагали, что я не буду вникать в детали, разве что кто-то из них вызовет у меня подозрение. Осталось рассмотреть еще одну деталь. Если предположить, что я правильно восстановил картину преступления, а я верю, что именно так и есть, из этого неизбежно следует, что проводник был участником заговора. Но в таком случае у нас получается не 12 присяжных, а 13. И вместо обычного вопроса, кто из этих людей виновен, передо мной встает вопрос, кто же из этих 13 невиновен? Так вот, кто же этот человек? И тут мысль моя пошла несколько необычным путем.
Я решил, что именно та особа, которая, казалось бы, и должна была совершить убийство, не принимала в нем участия. Я имею в виду графиню Андрени. Я поверил графу, когда он поклялся мне честью, что его жена не выходила всю ночь из купе. И я решил, что граф Андрени, что называется, заступил на место жены. А если так, значит, одним из присяжных был Пьер Мишель. Чем же объяснить его участие? Он степенный человек, много лет состоит на службе в компании. Такого не подкупишь для участия в убийстве. А раз так, значит, Пьер Мишель должен иметь отношение к делу Армстронгов. Но вот какое, этого я не представлял. И тут я вспомнил о погибшей горничной, ведь она была француженкой. Предположим, что несчастная девушка была дочерью Пьера Мишеля. И тогда объясняется все, включая и выбор места преступления. Чьи роли в этой трагедии оставались нам еще не ясны? Полковника Арбетнота я представил товарищем Армстронгов. Он, наверное, воевал вместе с полковником. О роли Хильдегарды Шмидт в доме Армстронгов я догадался легко. Как гурман, я сразу чую хорошую кухарку. Я расставил фрейлин Шмидт ловушку, и она не замедлила в нее попасть. Я сказал, что убежден в том, что она отличная кухарка. Она ответила: «Это правда, все мои хозяйки так говорили». Но когда служишь горничной, хозяйка не знает, хорошо ли ты готовишь. Оставался еще господин Хардман. Я решительно не мог подыскать ему место в доме Армстронгов. Но я представил, что он мог быть влюблен во француженку. Я завел с ним разговор об обаянии француженок, и это произвело ожидаемое впечатление. У него на глазах выступили слезы, и он притворился, будто его слепит снег. И, наконец, миссис Хаббард. А миссис Хаббард, должен вам сказать, играла в этой трагедии весьма важную роль. Благодаря тому, что она занимала смежное с Ричеттом купе, подозрение должно было прежде всего пасть на нее. По плану никто не мог подтвердить ее алиби. Сыграть роль заурядной, слегка смешной американки, сумасшедшей матери и бабушки могла лишь настоящая артистка. Но ведь в семье Армстронгов была артистка, мать миссис Армстронг, актриса Линда Арден. И Пуаро перевел дух. И тут миссис Хаббард звучным, вибрирующим голосом, столь отличным от ее обычного голоса, мечтательно сказала: «А мне всегда хотелось играть комедийные роли». Конечно, с умывальной сумочкой вышло глупо. Это еще раз доказывает, что нужно репетировать как следует. Мы разыграли эту сцену по дороге сюда, но, наверное, я тогда занимала четное купе. Мне в голову не пришло, что засовы могут помещаться в разных местах. Она уселась поудобнее и поглядела в глаза Пуаро. «Вы знаете о нас все, милостивый государь. Вы замечательный человек. Но даже вы не можете представить себе, что мы пережили в тот страшный день. Я обезумела от горя, слуги горевали вместе со мной, полковник гостил тогда у нас. Он был лучшим приятелем Джона Армстронга. «Джон спас мне жизнь в войну», — сказал Арбетнот. И тогда мы решили, может быть, мы и сошли с ума, не знаю, но мы решили привести в исполнение смертный приговор, от которого Кассетти удалось бежать. Нас было тогда 12, вернее, 11, отец Сьюзанны был, разумеется, во Франции. Сначала мы думали бросить жребий, кому убить Кассетти, но потом нашему шоферу Антонио пришла в голову мысль о суде присяжных. А Мэри разработала весь план в деталях с Гектором Маккуином. Он обожал Соню, мою дочь. Это он объяснил нам,
как Кассетти с помощью денег улизнул от расплаты. Немало времени ушло на то, чтобы осуществить наш план. Сначала нужно было выследить Ричетта. Это в конце концов удалось господину Хардману. Затем мы попытались определить на службу Кассетти Гектора и Мастермена или хотя бы одного из них. И это нам удалось. Потом мы посоветовались с отцом Сьюзанны. Полковник Арбетнот настаивал, чтобы нас было ровно 12. Ему казалось, что так будет законнее. Он говорил, что ему претит орудовать кинжалом, но ему пришлось согласиться с тем, что это сильно упростит нашу задачу. Отец Сьюзанны охотно к нам присоединился. Кроме Сьюзанны, у него не было детей. Мы узнали от Гектора, что Рэтчет вскоре покинет Восток и при этом обязательно поедет Восточным экспрессом. Пьер Мишель работал на этом экспрессе проводником, такой случай нельзя было упустить. Вдобавок, тем самым исключалась возможность навлечь подозрения на людей, непричастных к убийству. Мужа моей дочери, конечно, пришлось посвятить, и он настоял на том, чтобы поехать с ней. Гектору удалось подгадать так, чтобы Рэтчет выбрал для отъезда день, когда дежурил Мишель. Мы хотели скупить все места в вагоне Стамбул, Кале, но нам не повезло, одно купе было заказано. Его держали для директора компании. Господин Харрис, это, конечно же, выдумка чистейшей воды. Видите ли, если бы в купе Гектора был посторонний, это нам очень помешало бы. Но в последнюю минуту появились вы. Она запнулась. «Ну что ж», — продолжала она. «Теперь вы все знаете, господин Пуаро. Что вы собираетесь предпринять? Если вы должны поставить в известность полицию, нельзя ли переложить всю вину на меня, и только на меня?» Да, я охотно проткнула бы его кинжалом и 12 раз. Ведь он виновен не только в смерти моей дочери и внучки, но и в смерти другого ребенка, который мог бы жить и радоваться. Но и это еще не все. Жертвами Кассетти были многие дети и до Дейзи, у него могли оказаться и другие жертвы в будущем. Общество вынесло ему приговор, мы только привели его в исполнение. Зачем привлекать к этому делу всех? Они все верные друзья, и бедняга Мишель. А Мэри и полковник Арбетнот, ведь они любят друг друга. Ее красивый голос эхом отдавался в переполненном вагоне, низкий, волнующий, хватающий за душу голос, многие годы потрясавший нью-йоркскую публику. Пуаро посмотрел на своего друга. «Вы директор компании, господин Бук. Что вы на это скажете?» Господин Бук откашлялся. «По моему мнению, господин Пуаро, — сказал он, — ваша первая версия была верной, совершенно верной. И я предлагаю, когда явится югославская полиция, изложить эту версию. Вы не возражаете, доктор?» «Разумеется, — сказал доктор Константин, — а что касается, медицинской экспертизы, мне кажется, я допустил в ней 1-2 ошибки. А теперь, — сказал Пуаро, — я изложил вам разгадку этого убийства и имею честь откланяться».